Привет! Сегодня хочу уделить внимание холодным супам. Ведь холодные супы – это просто спасение в летнюю жару, поскольку они утоляют не только голод, но и жажду, и не перегружают организм избыточными калориями. Для приготовления холодных супов обычно используется большое количество овощей и зелени, что делает их еще и очень яркими и аппетитными. А также для вас я приготовила небольшой сюрприз-подарок. Ну а начну я с холодного литовского борща. Молодую свеклу заворачиваю в фольгу и запекаю 40 минут при 180 градусах. Остужаю ее, чищу и натираю на крупной терке. Поливаю лимонным соком. Свежий огурец режу небольшими брусочками, добавляю к свекле. Туда же отправляю нарезанный зеленый лук и зелень укропа. Яйца я предварительно сварила вкрутую и нарезала некрупным кубиком. По вкусу добавляю соль и перемешиваю все нарезанные ингредиенты холодного борща. Вливаю кефир, перемешиваю и до желаемой густоты еще разбавляю холодной кипяченой водой. Убираю холодный борщ в холодильник, чтобы он остыл примерно на час. Если совсем нет времени, можно на 15 минут убрать в морозилку. Классическим вариантом подачи холодного литовского борща является добавить к нему горячий отварной картофель. Холодный литовский борщ – это суп с ярким насыщенным вкусом, а кефир превращает его еще и в блюдо с ярко-розовой окраской, очень интересный и заманчивый. Перед тем, как рассказать, как я делаю окрошку, покажу, как готовлю домашний хлебный квас. Сначала готовлю закваску. Ржаной хлеб режу на ломтики и высушиваю сухарики в духовке. Сухарики выкладываю в литровую банку и заливаю кипятком, примерно на 2/3 объема банки. Остужаю до комнатной температуры и добавляю сахар и живые дрожжи. Банку сверху накрываю хлопчатой бумажной тканью и оставляю на 2 суток. Покажу вам сразу 2 варианта домашнего кваса. Для первого в банку выкладываю сухари и ржаного хлеба. Несколько веточек мяты заливаю кипятком. Также кипяток наливаю в банку до уровня плечиков. Когда вода в банке остынет до комнатной температуры, вливаю туда настой мяты, добавляю сахар и кладу половину уже готовой закваски. Во вторую банку кладу сухари из бородинского хлеба, также заливаю кипятком и после остывания добавляю сахар и половину ржаной закваски. Обе банки сверху закрываю тканью и оставляю на 2 суток. Квас процеживаю, мякиш не выбрасываю, это будущая закваска на следующий раз. Отцеженный квас переливаю в бутылки и добавляю изюм. Бутылки закрываю, и квас будет доходить до готовности в холодильнике еще 2 суток. А спонсор этого видео, компания Великорос, прислал мне очень классные кружки. Изготовлены они из костяного фарфора. Гарантийный срок службы этих кружек целых 25 лет. Внешне кружка небольшая, но очень вместительная. В руках держать очень удобно и приятно. А красивая подарочная упаковка будет приятным бонусом, если захотите сделать кому-то подарок. И цена у этих кружек очень приятная, тем более сейчас идет акция и скидки. Ссылку оставлю в описании. Мне прислали 2 кружки, и одну из них я хочу подарить вам. Для этого нужно всего лишь оставить любой комментарий под этим видео. И в воскресенье, 26 мая, в прямом эфире, случайным образом я выберу победителя. А теперь покажу, как я делаю окрошку. Нарезаю зеленый лук и укроп. Выкладываю в глубокую емкость и добавляю соль. Солить буду 1 раз, только сейчас. При помощи толкушки зелень перетираю с солью, но не так, чтобы получилось какое-то жидкое месиво, слегка надавливаю. Молодой картофель варю в мундире. Очищаю и к зелени выкладываю теплым, главное не горячим. Картофель также разминаю толкушкой. Крошу сваренные вкрутую яйца. Кстати, яйца также можно измельчить при помощи толкушки, но это на любителя. И добавляю свежие овощи, нарезанные брусочками свежие огурцы и редис. Все хорошенько перемешиваю, и основа для окрошки готова. Храню ее в холодильнике максимум 2 дня. Непосредственно перед едой в основу окрошки добавляю сметану, тщательно перемешиваю и вливаю квас. В последнее время окрошку готовлю именно так, без добавления какого-либо мяса. И она все равно получается очень сытной, вкусной, всегда хрустящей, яркой, ароматной и сочной. Я ее очень люблю. У меня уже достаточно давно на грядке появился вот такой щавель, поэтому в начале лета очень часто готовлю холодный щавелевый суп. Щавель тщательно промываю, желательно под проточной водой, и шинкую. Закладываю в кипящую воду и варю 1 минуту. Остужаю щавелевый отвар до комнатной температуры. В этот холодный суп добавляю мелко нарезанную зелень укропа, зеленый лук, зелень петрушки и несколько листиков базилика. Огурец нарезала мелким кубиком, суп по вкусу солю.
Я сегодня для щавелевого супа взяла перепелиные яйца и измельчила их. Также можно взять и куриные, сваренные вкрутую. Убираю суп в холодильник примерно на полчаса. При подаче в суп добавляю сметану и к нему же добавляю запеченный молодой картофель. Картофель я предварительно запекала, хорошенько его промыла и в духовке пекла примерно 40 минут при 180 градусах. В этом холодном супе прекрасно сочетается легкая кислинка щавеля, хруст огурца, аромат всей зелени, лука, укропа, петрушки и базилика. И суп прекрасно дополняется запеченным картофелем. Иногда готовлю холодный суп гаспачо. На помидорах делаю надрезы и заливаю кипятком, так с них легче снимется кожица. Очищенные от кожицы помидоры режу на кусочки и выкладываю в чашу блендера. Туда же отправляю нарезанные кусочками красный сладкий перец и огурец. Небольшую головку красного сладкого лука делю на две части. Одну мелко нарезаю, понадобится нам не при подаче супа, вторую режу на кусочки и отправляю в блендер. Еще кладу один измельченный зубчик чеснока, добавляю соль, несколько капель острого соуса чили или табаско, сок лимона, оливковое масло и красный винный уксус. При помощи блендера холодный суп гаспачо очень быстро приобретает приятную текстуру пюре. Охлаждаю его в холодильнике минимум 30 минут и можно подавать к столу. Сверху суп при подаче посыпаю мелко нарезанным сладким луком, зеленым перчиком. И еще к такому супу принято подавать крутоны, но я использую хлебную крошку, которую делала недавно. Помните? Ссылку на это видео оставлю в описании. Замечательный освежающий суп с очень приятной кремовой текстурой и очень богатым ароматом. Для следующего супа в кипящую воду кладу стебли от укропа, лавровый лист, несколько горошин черного перца и соль. И в течение 2 минут после закипания варю креветки. Креветки чищу и сбрызгиваю лимонным соком. Чтобы обогатить и усилить вкус креветок, добавляю приправу из панциря креветок, которую также готовила чуть ранее. Ссылку на это видео также оставлю в описании. И еще кладу немного острого соуса чили, можно использовать соус табаско. Креветки перемешиваю и оставляю мариноваться минут на 20. Огурцы нарезаю небольшими произвольными кусочками, выкладываю в глубокую емкость. Добавляю к ним соль, кокосовый сахар, можете взять тростниковый, и винный красный уксус. Огурцы хорошо перемешиваю и оставляю минут на 10, чтобы они дали сок. Сок я этот использовать не буду, в чашу блендера выкладываю только огурцы. Туда же отправляю мелко нарезанную зелень укропа и натуральный йогурт. Если нет йогурта, можно взять кефир, главное, чтобы он был не очень кислый. При помощи блендера довожу суп до однородной консистенции. Все продукты у меня были из холодильника, поэтому остужать в холодильнике буду дополнительно всего минут 10. Осталось огуречный суп только сервировать. Делю на порции, сверху посыпаю зеленью укропа и украшаю маринованными креветками. Нежный и легкий огуречный суп прекрасно освежает, а слегка островатые креветки добавляют в него замечательную пикантность. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!